Приветствую всех, друзья, с вами на связи Терлок Алехандро, мира вам и вашему миру. Уже 100 лет не гадал с вами на игральных картах, вот, и решил сегодня погадать для вас. Будет 12 коротких сообщений, посланий высших сил, причем они могут быть, ну, по сути, на любую тему. Какие они будут не запланировано, то есть тема общая, абстрактная. Короли могут характеризовать мужчину конкретно, ну, например, король пиковый, соответственно, король воздушный и так далее. Дамы могут символизировать женщину конкретно, да. Ну, а вот вальты это уже динамика, да, например, валет трифовый это динамика движение в каком-то направлении, валет пиковый это конфликт, валет бубновый это работа больше, да, и, ну, валет червовый это больше отношения. Или, может быть, где-то какие-то неожиданности. Итак, настраиваетесь на себя, на свою ситуацию, на своего мужчину. Также вальты могут характеризовать мужчину, который моложе вас, или женщину, которая моложе вас, да. Вот так вот тоже. Ну и можете загадать цифры от 1 до 12. Я не буду, ну, может быть, сделаю тайм-коды, посмотрим, будет время, сделаю тайм-коды. Верхний ряд, вверху 6 карт будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно загадать все 12. Ну, а можно просто выборочно там каких-то несколько посланий. Ну, как минимум 3 желательно, да, чтобы какую-то картину себе иметь, да. Итак, уверен, что вы определились. Позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Настроитесь на свою ситуацию, на своего мужчину, на свою женщину, на своих детей. Вальты могут еще характеризовать детей. И мы сделаем такие короткие месседжи. Очень короткие. Такой, знаете, на каждую карту будет как будто бы блиц, да? Итак, давайте первое. Смотрите, ситуация для дамы бубновой, да, вот смотрите, такое послание для дамы бубновой. Дама бубновая, кто у нас? Дева, Телец, Козерог. Ну и еще может быть такая дама семейная, да, управляющая семьей. Сейчас месседж будет. У дамы бубновой очень скоро откроется какая-то перспектива, как минимум, может быть, в любовных делах или в своих делах. Ну, в каком-то своем деле, например, в работе, бизнесе. Давайте посмотрим, что в любовных делах. В любовных делах с королем пиковым могут налаживаться отношения, но здесь может быть все-таки соперничество. Что с соперничеством? Соперничество подойдет к концу, и есть шанс на то, что у вас ваша соперница отдалится от вас. Да, хорошие шансы на, если вы ведете вот борьбу в отношениях особенно, или в бизнесе, да, вот в бизнесе вам просто у вас будет успех, потому что это руководящая больше карта. А в делах, в отношениях, да, если есть соперница, то у вас есть хороший шанс на то, чтобы, ну, как, давайте так скажу, отыграть отношения в свою пользу с королем пиковым особенно, да, вот особенно с королем пиковым. Вот такой вот месседж для дамы бубновой, вы уже ориентируетесь, да. Ну, смотрите, если дама бубновая ваша соперница, то, естественно, соответственно, у нее будет больше шансов на то, что она, да, отыграет какие-то свои позиции. Следующая карта, позиция 2, король червовый, кто гадает на червового короля? Ну, это любящий обычно мужчина. Обычно это водные знаки зодиака, такие как скорпион, такие как рак, ну, может быть, рыбкой, да. Но это человек любящий, с большим сердцем, серьезный человек. Давайте смотреть, что ему идет. Этот человек не знает, как завершить любовные отношения. Именно завершить. Он не знает, что с ними делать, этот король. Его держит, ну, как минимум, материально, его держат деньги, да, вот шестерка бубновая обычно, то есть у него как не хватает ресурса, как будто бы, да, не хватает денег, не хватает времени постоянно, да, он вынужден делить это его удерживает. Здесь он очень сомневается, во-первых, вы ему нравитесь, как женщина, если женщина смотрит, но он остывает к вам, и он вам не говорит всю правду. Да, он не говорит правду как минимум о любви, он может делать вид, что любит, ну, говорит, что любит, но это на самом деле не так, он вам врет. А мотив у него все-таки больше финансовый. Ну и давайте смотреть. Да, он играет с вами, просто то, что между вами, он вас не может бросить, но он с вами играет.
он хочет завершить, но так, чтобы это было, знаете, по-мужски, с достоинством. Ну, как бы не выглядеть виноватым, что ли. Ну и дама пиковая, здесь, скорее всего, он вас оставит в покое, да, охладеет. Вот, и ну, может ли у него быть женщина, если вы не дама пик, да, не ассоциируете себя с дамой пик, то женщина здесь может прикладывать, ну, как бы, или играть не последнюю роль, или прикладывать какие-то усилия, чтобы этот мужчина как минимум вам врал, или как минимум не давал тех вот как бы денег, да, или тех сил, или тех ресурсов, которые у него есть или были по отношению к вам. Ну, поэтому, если вы все-таки воздушная женщина, то, в принципе, здесь, скорее всего, соперницы нет. А если соперница есть, ну, то она, скорее всего, воздушная. Да, вот таким вот образом. Вот такой вот месседж, не очень сладкий. Кому-то, может, он будет горькой пилюлей, да, но для чего-то вы должны были это услышать, эту короткую историю. Смотрите, друзья, если вам нравится такой формат, если он набирает там больше 1500 лайков, мы продолжим с вами вот такие вот блицы устраивать на 12 карт. Валет трифовый, друзья, это часто любовник, вот, или движение в каком-то направлении, да, не только в отношениях, да, но еще и, может быть, вы куда-то хотите поехать, у вас есть какая-то цель. Вот, это может быть немножко моложе вас мужчина или моложе девушка, да, вот такое вот, но как минимум это целевое назначение какое-то, какое-то движение какой-то цели. Давайте смотреть, что здесь. Здесь есть обман, неуверенность. Опять неуверенность в отношениях. Смотрите, здесь король чаровый сегодня прям делает день нам, да. И, ну, как минимум, смотрите, здесь то, куда идут ваши отношения, как минимум в них мужчина сомневается. Ну, может ли здесь сомневаться женщина, мужчины, да? Но женщина тут тоже может сомневаться, если вы гадаете на женщину. То есть она сомневается, она может вам врать. Как мужчина может врать, так и женщина может врать, если вы гадаете на женщину. Вот. И из-за этого как бы человек сомневается и не знает, а стоит ли продолжать. Ну, смотрите, у мужчины может быть причина женщина, да, у женщины причина может быть мужчина. То есть здесь банальная ситуация, где мужчина и женщина выбирают себе партнера и как бы не хотят говорить, что есть там запасной аэродром, да, запасной вариант и так далее. Ну, это, знаете, как тут получается король червовый и туз бубновый. Мужчина не хочет открываться, не хочет открывать все свои козыри, все свои ресурсы. Ну и перспектива действительно здесь очень тяжелая. То есть у вас как бы в этом направлении, вот если вы планируете куда-то ехать, ну это вообще... или просто ехать физически, двигаться, да, вот в этом направлении. Это проблемное направление как таковое уже. Вот. Оно проблемное как для мужчины, так и для женщины. И шансы, они могли бы быть, вот как минимум, вы чего-то еще не знаете, какой-то информации. Да, также и в отношениях. Это проблемное направление в отношениях. Вы вам как минимум, ну, не с этим человеком. Вот. Ну и смотрите, у мужчины здесь может быть вообще обилие женщин. Да, здесь прям две королевы. Женщина здесь может выбирать, в принципе, ну, она может не доверять тоже мужчине из-за женщины. То есть женщина, скорее всего, знает про женщину. Здесь прям дама пиковая, дама трифовая. Причем одна холодная, умная, а вторая просто горячая, но очень опасная. Кто из них вы, как женщина, смотрите сами. Ну а вы, мужчины, смотрите сами, какие у вас женщины. То есть, как минимум, да, какие-то... ваши круги или ваша женщина, она может быть и умная, и опасная одновременно здесь. Дальше. Здесь очень много альтернативы. То есть здесь есть разные персонажи, здесь есть прямо и место для ревности. Вот, поэтому здесь как бы страсти могут накаляться. Ну и давайте еще посмотрим, стоит ли вообще продолжать эти отношения. Здесь прямо, знаете, здесь, извините, но здесь такой как похоже, как бордель, да. Ну, такое бывает. Много женщин просто, очень много. И здесь как минимум мужчина просто может быть окружен таким количеством женщин, что вы вот как женщина здесь смотрите, да, вы даже не догадываетесь, что там не одна и не две, может быть даже все три. Вот. Ну, а с другой стороны здесь стоит ли продолжать это? Только при условии, что вы прям любите друг друга. Здесь король червовый, дама червовая. Как бы есть шансы, и что-то материальное может вас удерживает, может быть какие-то ставки высокие, но здесь это только, как знаете, как чистая любовь может тут
дать продолжение. А если взять как поездку куда-то, ну, это будет очень-очень эмоциональная поездка, очень трудная поездка, особенно для женщины. Да, и для мужчины тоже тут будет нелегко. Но вот такой вот месседж услышьте. Мы же движемся с вами дальше, друзья. Настраивайтесь на вариант номер 4. Четвертый вариант, он у нас для королей бубновых или о бубновом короле. Ну, если вдруг вы любите погадать на бубнового короля, может быть, вы сами бубновый король, да. Это обычно тельцы, как правило. Правило тельцы. Первое. Здесь есть некие страхи, сомнения. Есть какое-то удержание, ограничение уже появляется у этого короля. Ну, его успех, он ограничен. И он чего-то боится, этот король. Успех короля ограничен, он боится. И здесь он боится действовать. Он не решается действовать. Вот этот король, он не будет вас завоевывать. Вот. Он не завоеватель. Он, в принципе, может быть таким. Но он просто, у него есть страх, сомнения. Вот именно вот восьмерка пиковая. Это как минимум колебания в чем-то, да. То есть, но больше это все равно страхи, да. И он постоянно вот повторяет эти паттерны, да. Чего боится, давайте глянем. Чего боится? Ну, вообще боится прилагать усилия. Может быть, недооценивает себя. Также может бояться... Просто банальные вот денег, да, восьмерка бубновая, в принципе, вот потратиться, да, может ли он быть жлобом, ну, потенциально может быть, но пока не вижу четверки. Четверка жезлов, знаете, не хочет выходить из зоны комфорта, не хочет рисковать ничем, то есть, ну, считает, что его достаточно и все, а там дальше ты начинаешь уже, да, как партнерша, допустим, двигаться здесь. Ну и здесь, видите, а возможностей у него много. То есть он вас может проверять, вот этот вот король вас может проверять, имейте в виду, как женщину. Может очень сильно ревновать, не доверять вам может, ну, просто подозревать еще какого-то. Но здесь темный Джокер все-таки больше он из-за недоверия, из-за ревности, да, из-за вот каких-то финансовых моментов, да. Все-таки темный Джокер, он, ну, это темная звезда здесь. Ну и смотрим, да, здесь вот именно ревности и деньги. То есть этот человек, во-первых, до конца вам не доверяет, боится. Ну, боится, значит не доверяет. Не хочет вкладываться, инвестировать и может просто вот наблюдать за вашим поведением. То есть устраивать вам проверку, особенно женщине. То есть будет провоцировать, да, как-то вот играть с вами. Может ли здесь быть любовь? Да, особенно если вы с первого раза друг другу не понравились. Вот особенно. Такое бывает, да, вот не понравился человек, а потом наоборот что-то раскрывается. Ну, тогда здесь будет или роковой мужчина, или роковая женщина. Между вами темный Джокер, будьте аккуратны, это могут быть и вот именно роковые события, роковые отношения, которых легкими не назовешь. Видите, у нас сегодня прям король Чаровый постоянно на сцене, да. Ну, такое тоже бывает. Дальше. Да, какие-то пока что такие не очень веселые расклады, но для чего-то же они нужны. Король трифовый. Кто любит на трифового короля, это обычно человек властный, мужчина контролирующий, да. Ну, вот такой вот у него классический образ. Мужчина контролирующий ситуацию, да. Мужчина огненный, это часто лев, часто овен, часто стрелец. Давайте смотреть, что с ним. Но этот мужчина может признаться в любви. Ему это сделать нелегко. Но он, скорее всего, решился. То есть вам может признаться мужчина в любви, в отношениях. Вот она нелегкость, да, 9 жезлов. А вот она 9 чаш. То есть он уже почти разобрался в себе. Давайте посмотрим, сделает ли вам предложение король трифовый. Особенно если вы с точки зрения женщины. Но смотрите, если вы женщина, пиковая дама, вот смотрите, это все, что касается близнецов, весов и водолеев, это да. Король бубновый, ну видите, у него может быть соперник, король бубновый, но может быть он просто находит в себе силы, потому что здесь туз бубновый, это все-таки его. Но тут вот ждите какого-то хорошего предложения прям от короля бубнового. Прям так, смотрите, парочка образовалась. Видите, не все расклады плохие, тяжелые.
Видите, прям смотрит на вас. Можете вот себе на заставочку поставить такую пару. Ну и давайте посмотрим, все-таки выйдет ли он из этой зоны комфорта, да, добьется ли он этого результата. Да, скорее всего, видите, сегодня прям у нас такие любовные расклады на 4 королей, да. Ну, на всех королей, на королев, да, может сделать предложение король трефовый, который вот тот король, который долго-долго собирался. Он сидел как бы в засаде где-то, да. Вот, собирал силы свои, да, выходил из зоны комфорта, там, приходил в себя, набирался сил, эмоций. Да, будет. Ну и, кстати, у вас вот здесь вот, если выбирать между всеми королями, то вам, как женщине, идет король трефовый ближе и король бубновый. Он ближе всего к вам. Если у вас есть выбор, между каким выбирать, то берите либо трефового, либо бубнового. Они ближе к вам. Вот. Понимаете, да? Вот как королевец. Самый дальний король у вас он червовый, да? Но, тем не менее, это говорит о том, что какой-то мужчина должен прийти к вам с каким-то конкретным предложением, потому что он просто уже засиделся, да, там. Засиделся в девках, да? Не в девках, а, да. В этих, в мужиках, да. Но так и бывает, да. Давайте смотреть дальше. Следующий расклад у нас... Ну, больше такой о каких-то внезапных новостях. Это часто валет, да, валет чувств, это часто отношения, просто рост отношений или ребенка иногда, да, какая-то внезапность может символизировать какие-то нежные чувства, утонченные чувства, да. Может быть, какие-то наивные мечты. Ну, мужчина и женщина помоложе, да, если вы смотрите на персонажа, да. Ну и водный знак — это рыба, обычно рак и скорпион. Здесь какая-то неожиданность может быть. Может быть, не сильно приятная, но посмотрим. Здесь что-то из прошлого внезапно о себе заявит. Ну и то, что закончилось, вдруг завершилось, оно заявит о себе. То есть может кто-то внезапно появиться опять на фоне, да, что-то, ну, что-то должно повториться, особенно с чувствами, особенно с переживаниями. Может быть, бывшая появится на горизонте. Могут просить у вас деньги. Кстати, здесь пошли вот прям финансы пошли. Бывший партнер может попросить денег. Бывшая партнерша может просить денег. Давать, не давать? Дайте. Дайте, но столько, сколько сможете потерять. То есть дайте это как с надеждой, что не вернете эти деньги. Окей? Услышите вот это. Далее. Ну вот вы колеблетесь, давать, не давать. То есть вам, скорее всего, то, что придут просить, вам скорее не вернут. Надо думать хорошо, да, вот мысли хорошо надо подумать, прежде чем что-то давать. И смотрите, если придут мириться, тоже нужно хорошо подумать, а стоит мириться или нет, стоит ли давать или нет. Ну и все-таки, смотрите, лучше примириться и лучше дать деньги, но только те, которые вы не боитесь потерять. И даже если вы потеряете, вы в конечном итоге что-то найдете, поэтому лучше отдайте, лучше потеряйте. То есть вот с этим, условно говоря, дураком, вот джокеры это дураки, вот с этим дураком лучше им можно потерять. Вот есть пословица: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот здесь вы с дураком и теряете, но потом потенциально вам это дает какие-то моменты. То есть вы как минимум не потеряете все, что-то найдете, и может быть вам или этот человек пригодится, или вы еще лучше узнаете этого человека, чем есть на самом деле. Но высшие силы вам советуют дать или примириться, да, понимаете, то есть помочь ему, там, дать, что он просит, ну, не знаю, что он вас там будет просить, но больше всего деньги. Ну и смотрите, если вам кто-то что-то обещал, то вам, скорее всего, обещало, вот, допустим, что-то 2 человека, то есть первый человек не даст, который помоложе, а тот, который постарше, скорее всего, даст то, что нужно. Поэтому тот, который старше, он здесь более ресурсный, да, нежели тот, который молодой, окей? Весь на нем он менее непредсказуемый. А вот эти вот полосы, они непредсказуемые. Поэтому тут как минимум первый, который более молодой и более неопытный, он более ненадежный, этот человек. Ну вот такие вот подсказки, а там уже пользуйтесь. Как считаете, как говорится, нужным, да, по вальту червовому.
Ну и если вы смотрели Вальта Червового на отношения, вам предлагают, прежде чем предложение принять, вам стоит хорошо подумать. Ну или как минимум не торопиться, а понаблюдать. Следующая королева червовая или дама червовая. Ну, обычно это такая женщина мягкая, архетип мамы здесь. Женщина, которая любит, умеет любить, умеет заботиться. Она бескорыстно часто любит, не претендуя на что-то, да. Вот. Дама рак, дама скорпион и дама рыба. Ой, вам какой-то мужчина прямо, ну, часто это муж и часто это мужчина, на которого вы рассчитываете, преподнесет сюрпризы. Один плохой, один не очень, один хороший, да. Ну, почему так? Потому что он уже созрел преподнести эти сюрпризы. То есть пришло время. Он что-то закончил в своей жизни, завершил какой-то этап, да. Вот пришло ему преподносить сюрпризы. Сюрприз тот, который хороший, и тот, который получше. Ну, плохой и получше, да. Ой, плохой касается какого-то семьи, в семье что-то будет не очень хорошо. То есть может с вами рассориться, или может поссорить вас, или устроить какой-то скандал. Это водная карта, ну, вплоть до того, что может какая-то пьяная выходка, да, или неадекватная эмоциональная выходка, да. Вот, здесь он как бы завершил, уже может быть даже и обижаться на вас, а может быть он наоборот рассердится, да, вот 14, ну тут бы это лучше вообще ему не показывать, тут какая-то скрытая эмоция все равно, вода. Ну, короче, получше, которые у вас, да, это, ну, он вам не навредит, то есть вас ждет очень сильная, эмоциональная какая-то беседа, разборка, или в семье, или с близким человеком. Ну, вам придется это прожить, это вам не навредит. Вам лучше быть осторожным, сдержанным, не агрессивным. И как мужчине, так и женщине, вот, допустим, мужчина гадает на даму червовую, вас ждет какая-то вспышка. Вот вы вспыхнете, или ваш мужчина вспыхнет, да, слышите, да, женщина. Вот. Ну, у мужчины могут быть ревности, да, то есть и ревности, и у женщины могут быть ревности. Вот. Шестерка. Бывшая может здесь появиться на горизонте, и здесь из-за бывших отношений, вот все по отношениям идет, вода, 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 сердца, да, из-за отношений с бывшей может быть очень сильный конфликт. Да, и он может быть печальным, поэтому как минимум вам нужно быть настолько сдержанным, чтобы не показывать эмоции, не ревновать. Будь вы мужчина, не ревнуйте женщину к бывшему, да, допустим, и если вдруг у мужчины, да, там какая-то бывшая или соперница появится, вам нельзя подавать вид, то есть вам как-то нужно держать лицо, не показывать скорбь, обиду какую-то, вот, и, ну и в отношениях здесь тоже может быть очень сильная эмоциональная какая-то встряска, которая как минимум может охладить женщину к тому мужчине, который будет на эмоциях, делать ей очень сильные нервы. Поэтому вот как бы держитесь. Джокер здесь хороший, говорит о том, что вы можете попробовать удержать эту ситуацию под контролем. Если вы ее не сдержите, тогда будут очень серьезные последствия у этих, ну вот у того происшествия, которое произойдет между вами. Кстати, здесь в колоде 3 Джокера, если что. Вам выпало сразу 2. Давайте позиция следующая. Да, у нас позиция номер 8. Да? Дама пиковая. Пиковая дама. Коварна и упряма. Ну, обычно это архетип женщины разведенной, вдовы, одинокой, да, такой. Или умной, самостоятельной, решительной, уравновешенной, взвешенной. Но смотрите, у вас тут такая ситуация, где если вы рассчитываете в карьере что-то, ну, как минимум, не раскатываете губу, как говорится. 16 здесь, может быть и карьера, и пятерка здесь идет. Здесь большая сумма, здесь распределение, а здесь печаль. Смотрите, на наследство не рассчитывайте. На повышение в карьере тоже можете не рассчитывать. Ну и будьте, ну, как бы, чтобы не испортить карьеру, будьте очень-очень дружественны с вашим руководителем. Да, вот здесь покровитель должен быть все равно в этой карте.
На работе очень серьезные могут быть проблемы. С мужчиной могут быть проблемы из-за денег. И может быть очень сложная ситуация как на работе, так и с мужчиной. С властями может быть серьезная ситуация. Конфликтная, проблемная ситуация. Вот, это представитель власти часто. Вот. Ну и конфликт из-за работы, из-за денег, как с мужчиной, так и с представителями власти может быть. С руководителем тоже может быть. Особенно будьте осторожны, если у вас руководитель мужчина. Могут быть проблемы серьезные на работе. Ну, здесь может быть вообще разрушение отношений из-за обиды. Это вам может очень дорого обойтись. Очень дорого обойтись в большую сумму денег или большие ресурсы. Ну и здесь любая ссора и конфликт на работе с представителями власти, как у женщины, так и у мужчины с женщиной особенно, и у женщины с женщиной, и у женщины с мужчиной, может очень дорого стоить. И вот смотрите, если вам тут мужчина вдруг изменил, и вы сделали вид, что заметили, то вам это тоже дорого стоит. Вам лучше сразу сделать вид, что вы не заметили, тогда вам это будет, ну, вам принесет это прибыль. Вот услышьте вот эти моменты. Такие месседжи разные, да, у каждого своя ситуация, и вы можете их себе примерять. Ну, смотрите, здесь больше такое про работу, про деньги ситуация. Валет бубнов — это больше такая какая-то служба, исполнение каких-то обязанностей, контрактов, да, вот такое, стабильность какая-то. Сейчас посмотрим, ну и вообще застой какой-то, ну часто о застоях, давайте смотреть. Да, застой на работе, но как бы вы надеетесь на то, что это поменяется. В отношениях тоже может быть застой, мужчина может быть жадный, мужчина может быть, знаете, как бы... Ну и партнерша может быть жадная. Смотрите, тут, ну, больше, конечно, про мужчину. Вот 2 вольта уж прямо выпало. Смотрите, здесь застой в отношениях и такая как бы концентрация на материальном прямо. Ну, вы надеетесь на то, что что-то поменяется. Ну, мужчина может быть жлобоватый, даже жадноватый. Вот, это влияет на отношения, очень сильно влияет. Все равно очень много тузов, как минимум игра стоит свеч здесь. И результат должен быть. То есть, смотрите, есть у вас отношения, в которых застой. Либо в отношениях, либо в деньгах. Нужно продолжать отношения. Но, смотрите, здесь конфликт будет, он неизбежен. Ну, прям неизбежен конфликт вам. Вот, но он как минимум прояснит очень многие чувства, да, то есть он, этот конфликт даст такое какое-то течение, да, то есть как бы застой будет снят путем конфликта. Может, вы и боитесь этого конфликта. И вот оно движение пошло, вот оно начало двигаться. Причем, если вас мужчина провоцирует, выходите на конфликт. Выходите, двигайте этот конфликт. Вам важно движение. Ну и, кстати, у вас, если вы долго сидели на месте, вы начнете двигаться. Вас уже прям вытолкнет реальность, да, то есть здесь может быть переезд. И 8, вот смотрите, здесь может быть увольнение с работы, выход, да, выход с зоны комфорта, может быть переезд, может быть разрыв с мужчиной, может быть разрыв с женщиной, но вам этот конфликт нужно пережить. Если вы его не переживете, вам чем дольше вы это не переживаете, тем в конечном итоге вам тяжелее выходить из этого. И тем дольше вы будете, ну, как бы сидеть в ловушке, в яме и терять шансы. Ну, то есть в конечном итоге вам еще дороже выйдет. То есть, по сути, у вас на носу какой-то кризис, не пережить который вам будет дороже, чем пережить. Понимаете? И это будет все связано в любом случае с срывом с места, движением. Вот оно двигается, вот эти карты. И с выходом с зоны комфорта. 8 кубков, она всегда с выходом. Ну, червей, да, и туз. То есть у вас как бы тут даже вот райдер, да, есть. Вот мы начинаем двигаться с вами, да. То есть начинает течь. Поэтому очень скоро в отношениях, в работе, там, в семье будут перемены, причиной которой станет жесткий кризис, пойдя в который вы меньше навредите себе, нежели его отложите до лучших времен. Да? Так, знаєте, кажуть, не на часі, отут вже буде на часі. Если не пойдете, то потом это будет уже не 2 туза, а 3 туза вам нужно будет платить. Да? То есть будет еще дороже.
Ну и смотрите, вот если тут человек жадный, лучше, если вы узнаете об этом сейчас, чем узнаете потом. Потом вам это будет еще дороже, как говорится, да, или больнее. Ну вот так вот. Давайте следующий посмотрим. Король пиковый. Король пиковый обычно это человек такой ответственный, властный, часто деспотично жесткий. Ну вообще король пиковый это водолей. Близнецы и весы. Ну и просто кто хочет поглядать на пикового короля. Давайте посмотрим. Ну здесь пока что непонятно. То ли конфликт. Здесь какой-то, знаете, как этот мужчина, он обещает, но непонятно, то ли он играет, то ли он серьезно. То есть тут не пойми, он или очень умный, или шутник, или шутник, или дурак. То есть непонятно. То есть с одной стороны он очень умный, с другой стороны шут идет. Здесь очень серьезные планы, а здесь как будто бы игра. То есть он по сути может быть и манипулятором. Вот. Но он обладает над вами, по сути, серьезной властью. Причем какая-то власть до конца как бы не очень непонятная. Это темный Джокер. Четверка мечей, или четверка пиковая, король трифовый. Он, видите, власть имеет над вами. И здесь Джокер хороший. Значит, смотрите, просто вот здесь идет месседж. Какой бы он ни был, но он властный. Он властный. В этом человеке очень много власти. И он вам может преподнести очень много сюрпризов. Очень много. И хороших. Вот хороший. И плохой. И плохих, и хороших. Я бы сказал пока что, будьте как минимум с этим человеком аккуратны. Потому что здесь Джокер темный. Здесь тоже темный. Здесь есть один светлый Джокер. Да, 3 Джокера. Поэтому это такой человек загадочка. То есть торопиться, покоряться этому человеку нельзя. Он действует, он ведет свою игру хладнокровно, этот человек. И потенциально несет в себе, ну, короли мечей это уже априори заложенный знак. Но вот эти два темных Джокера что-то не всегда светлое. И вот смотрите, здесь все-таки вам нужно просто вот с этим человеком изучать его эмоцию. Может быть, эмоционально с ним себя как-то вести больше, да. То есть этого человека стоит изучать. Он закрыт внутри себя разумом, и он закрыт внутри себя душой, но ведет при этом игру пятерка трифовая, да. Ну и как минимум он закрыт и для чувств, и закрыт для интеллекта и планов. Смотрите, это еще получается как ящик Пандоры у вас, ваш партнер. Смотрите, скрывает планы, скрывает чувства, закрытое. И мысли закрыты, и чувства закрыты. А все в Джокере. То есть тут может быть такой подарок судьбы. Ну и туз бубновый. Ну, здесь вы можете на него делать ставку только в том случае, если этот мужчина, особенно, да, если гадают на мужчину, богат. Это богатство, туз бубновый. Вот. Да, он может быть богат, но вот эти два Джокера вам могут потом обойтись это богатство, ну, знаете как. Ну, я не буду вам здесь рассказывать, как может богатство сыграть какую с вами шутку, да? Поэтому, как минимум, здесь нужно изучать характер этого мужчины. И да, он может вам преподнести большой-большой сюрприз в деньгах. Но вот что за этим будет спрятано, и чем обернется эта игра, и сколько вы за это заплатите в конечном итоге, и чем вы заплатите, но это уже зависит от ваших ресурсов, которыми вы располагаете. Понимаете, да? Поэтому король пиковый, в принципе, несет в себе большой сюрприз в виде денег, в виде богатства. Но что скрывается за этим, какая будет плата, особенно каким человеком является этот человек, вам лучше изучить раньше, нежели потом. Ну, вот такой вот, да. И можно так сказать, и, возможно, вам какой-то обещают куш, от государства особенно, соблазнительный. Вот прежде чем на него соблазняться, вам нужно хорошо-хорошо подумать. Ну, например, там вам какую-то там предлагают, ну, пропозицию, да, государственную. Вот ее изучить нужно, да, и все подводные камни этой пропозиции вам нужно изучить. Например, с помощью юриста. Услышали, да? Ну, давайте смотреть теперь. Дама трифовая. Ну, дама треф это огненная женщина обычно. Часто ее говорят на нее ведьма, да. Особенно если она рыжая, красноволосая, да. Тоже такое.
Часто это Овен, Лев или Стрелец. Ну и вообще на трифовую даму давайте посмотрим, что тут идет. Что-то касается отношений. Хороший шанс. Хороший шанс решить что-то в отношениях, решить сложную задачу, прояснить что-то, прояснить про любовницу, если есть, подозреваете, выяснить отношения с соперницей, ну и прояснить отношения с мужчиной тоже может быть, да? Есть может быть треугольник. Что-то должно прекратиться. Ну, даме трифовой лучше заканчивать треугольник, он ее душит. Да, лучше закончить. Да. Даме трифовой просто месседж. Треугольник тебя убивает, соперница тебя убивает, эти отношения тебя убивают. Если есть соперница, если есть треугольник, беги. Иначе не убежишь. Смотри, здесь прямо 12, 13, 15. Ты дьявол. Тут все есть, да? Ну, то есть... Тут все темные аспекты, да, то есть все плохие качества, да, все плохие последствия. То есть, смотри, если ты не уйдешь из треугольника или отношений, в которых ты находишься, то тебя убьет или твой партнер, или соперница. Все. Ну, особенно если это бывший или бывшая. Услышь это. Ну, это для мужчин, смотри, если это бывшая там девушка, там бывшая жена, там и так далее, она тебя просто задушит, задавит, и ты в этих отношениях, ну, скорее всего, пострадаешь и не будешь рад, несчастлив, а просто будешь умирать. Ну, смотрите, здесь может быть последняя позиция, валет пиковый, здесь может быть конфликт какой-то, разборки, друзья какие-то непонятные, да, может быть прояснение что-то с друзьями или конфликт с мужчиной, женщиной. Ну, вообще это больше близнец, какая-то неоднозначная ситуация больше, да. Может быть, стоит и защищаться более серьезно как-то, да, более резво, более основательно. Это самый, кстати, обратите внимание, это самый защищенный валет. Если вы сравните, да, все защиты всех вальтов, то здесь практически нету. Вот. Ну, такая поменьше у бубнового. А вот этих двух вальтов не они вообще практически не защищены. У них кафтаны без кольчуг. Да, вот здесь еще какая-то есть кольчуга, а здесь она самая большая. Хорошо, давайте смотреть, что с этим вальтом. Ну, Джокер выпадает, здесь этот конфликт может, или эта ситуация может идти вообще по непредсказуемому сценарию. Ну, смотрите, мужчина может быть богат, и здесь может быть перспектива. Да, здесь могут быть конфликты, но может быть неоднозначная ситуация, но эту ситуацию нужно в эту ситуацию нужно вкладываться, да, то есть нужно быть упорным, нужно быть, не торопиться, нужно выдержка, вытрымка, да, то есть лучше эти отношения пока продолжать. Вот эту ситуацию, ее избегать нельзя, ее нужно смотреть за ней, потому что она потенциально может принести очень что-то хорошее. Ну, ситуация особенно для дамы червовой, на короля бубнового хорошая ситуация, на примирение хорошая ситуация. Ой, король бубновый может принять, да, какие-то знаки. Вот смотрите, мужчины и женщины, да, вот услышите, мужчины, идите на примирение с женщиной, женщины, идите на примирение с мужчиной, то есть идите друг другу навстречу. Вот. Мужчине здесь как бы не было неприятно, но все равно оно приятно, да, то есть женщина может вам отказывать здесь, мужчины, да, но это не говорит о том, что вы ей неприятны. Это наоборот говорит об обратном, да, то есть она вас как-то так вот морит, как говорится. Ну и вот он, конфликт 2. Ну, смотрите, то есть, чтобы выйти из конфликта, вам нужно пойти в конфликт. Чтобы решить с этим человеком ситуацию, вам нужно, знаете, как разрубить Гордиев узел. Тут прям 2 вольта и оба пиковые, да, то есть... Если вам нравится мужчина, звоните. Если вам нравится женщина, звоните. То есть будете сидеть на попе ровно, но будет конфликт внутренний расти. Дальше смотрим. Конфликта вам не избежать здесь. Вот и как раз и прояснение. Смотрите, женщину ждет прояснение с мужчиной в любом случае. И неважно, моложе он или старше. Здесь может быть даже несколько мужчин у женщины. Ей нужно прояснять эти отношения, выяснять их. Кто любит, он любит, не любит, да. Вот, например, здесь пока что на короля бубнового выпадает 3 мечей, да, или 3 пиковая. Как минимум он может ей уже разбить сердце. Вот. Но тут-то есть еще и вольты, да. А вот с вольтом пиковым у нее шанс. Видите, как вырулили, да.
Смотрите, все равно общая ситуация такая, что мужчине, что женщине нужно серьезно поговорить по душам, чтобы разобраться, ну, лежит ли у нее или у него сердце к ней или к нему, да, ну, друг к другу. И понять, что этот человек действительно мне подходит или этот человек мне не подходит. Ну и как минимум в ближайшее время вас ждет внезапное прояснение чувств, которое как минимум закроет какой-то серьезный такой долгоиграющий вопрос проблемный и откроет новые шансы, новую перспективу как минимум в отношениях, но уже на другом уровне. Поэтому может быть и примирение, но оно через конфликт. То есть поговорив по душам, расставив все точки над «и», вы сможете идти дальше только таким образом. Ну и здесь для этого вольта здесь актуально особенно для дам червовых и королей бубновых, да, то есть кто сидел и слушал несколько раскладов, то он может быть как дополнительный. Поэтому не отправившись в конфликт и не выяснив же ситуацию ни с ней, ни с ним, да, не прояснив этого момента, дальше двигаться вам будет очень тяжело, хотя и возможно. И если вы это не сделаете, вы скорее всего упустите шансы и усугубите ситуацию. А если сделаете, то жалеть вы точно не будете. Ну и как минимум это хороший шанс, но как минимум может быть в каких-то делах, как у женщины, так и у мужчины, да, мужчина здесь может быть даже подтягивая под себя какую-то женщину в какое-то дело, а женщина мужчину может выиграть в конечном итоге в долгосрочной перспективе в своих делах, в своих интересах. То есть этот, в принципе, расклад в ваших интересах, в конечном итоге он несет вам прибыль. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя. Если вам зашел такой расклад, вот где мы именно вот на картах, да, пишите, ставьте лайки, и мы продолжим. До скорых встреч. Пока-пока.